Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами со Спартаком Субботой, психоаналитиком. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Массовый психоз по поводу Покровска. С этого хочу начать и, соответственно, проанализировать. Сразу в нескольких, плоскостях, да? Плоскость общественного восприятия происходящего, плоскость геополитического восприятия, собственно, происходящего, насколько это там прыщ, комариный укус или нечто важное, переломное, серьезное, потому что параллельно с этими событиями, которые, по идее, нам открывают, дверь в какой-то новый этап российско-украинской войны, мы видим геополитически, как США договариваются с Китаем, как напряженность вокруг Венесуэлы, как внутри у Трампа серьезная проблема. В общем, это тоже отдельно хотел бы обсудить. Ну и, конечно, с точки зрения украинской власти. Начнем с власти. Сейчас все гадают, Зеленский врет или Зеленскому врут. Исходя из тех массовых, прям потоком, как из пулемета, строчат видео о том, смотрите, как украинские альфовцы, СБУшники уничтожают технику противника, о том, как черные ястребы приземляются, выбегают гуровцы. В украинских пабликах не показывают, как идет уничтожение и отработка по этим гуровцам, но тем не менее. То есть у нас... Опять-таки, плюс НПЗ, плюс какие-то эти все очень мощные, потужные, такие посылы, которые несопоставимы с западной прессой вокруг Покровска, которые, осуждают и обсуждают несвоевременность выхода оттуда вообще, и будущее клещи, котлы, окружение и так далее. Как вы оцениваете, все-таки отвечайте на этот вопрос, Зеленский в курсе, просто он играет? Или действительно Сырский врет, боится, или командиры на местах? А какие выводы из Покровской трагедии с точки зрения психоаналитика сделали вы? Я скажу вам, приведу хороший пример эксперимента, который проводился и неоднократно повторялся, и даже в Киеве снимался в 70-х, 80-х годах этот фильм экспериментами, где рассматривали, собственно говоря, конформность группы. И хоть эксперимент заключается в сути конформности группы, он всегда работает на одного человека. Этот эксперимент называется эксперимент Аша. Суть этого эксперимента, я просто расскажу, чтобы вы понимали метафору. Суть эксперимента заключалась в том, что сидел ряд людей, грубо говоря, представим, 15 человек, 14 из которых были актеры. И только 15-й реальный респондент. И перед тем, как показать реальному респонденту, показывали, допустим, карточку красного или синего цвета, или длину полоски, показывали всем предыдущим 14 людям, которые являлись подставными лицами, актерами. К моменту, когда доходило до респондента, который не был подставным реальным человеком, у него не оставалось никакой альтернативы, кроме как следовать принципу конформности группы, что, кстати, называется групповое подкрепление. Об этом тоже позже вам расскажу, как это работает в социальных медиа у нас и как это отражается. Ему не оставалось ничего, кроме как согласиться с подавляющим большинством. И вот что интересно. Вопрос. Знал ли, допустим, всем 14 людям показали зеленую карточку, а они все говорили, что это красный. Вот у меня вопрос, Александр. Понимал ли 15-й человек, что карточка зеленая на самом деле? Видимо, да. Понимал, но сказал красное. Так же происходит и с Зеленским. Понимает ли он тяжесть обстоятельств? Естественно, понимает. Но исходя из того, что в офисе созданы условия, при которых он очень, скажем, держится в такой, как инкапсулирован, он держится в такой капсуле, есть такое понятие в глубинной психологии контейнирования. В основном это применяется к эмоциям, когда мы изолируем свои эмоции от каких-то событий, они длительное время там находятся. Вот происходит контейнирование информации в случае с Зеленским. Он понимает все, в этом вопросе у него нет по этому поводу каких-то иллюзий. Но когда вам близких 14 человек скажут, что смотри, все в порядке, он склонен им доверять. Тем более, что это говорят люди, которые его поверенные, несмотря на его любовь бросать самых поверенных людей, тем не менее, собственно говоря, им он склонен доверять. И получается, что
Это как, знаете, круговая порука. Из-за того, что он понимает обстоятельства, но ему доносится совершенно другая информация, он склонен, зная реальную ситуацию, доверять тем словам, которые ему доносят, с надеждой на то, что люди решат этот вопрос. Люди решить этот вопрос не могут. Из-за этого ухудшается положение на фронте. Особенно ситуация с Покровском сейчас происходит каким вот образом? Идет же подмена понятий. Это то, о чем я говорил, про групповое подкрепление. Такой психологическо-социальный феномен, где группе скармливается определенная информация, которая демонстрирует незначимость проблемы. И когда происходит, и она демонстрируется тогда, когда уже проблема нерешаема. Например, ампутация – это не так уже плохо. С другой стороны, меньше кровеносных сосудов, меньше затрат энергии. То есть, как бы подается ампутация под видом чего-то хорошего. Сейчас уже демонстрируется идея о том, командирами, что Покровску не так-то и был нужен. Раньше он был сильно нужен, сейчас уже не очень. Это очень похоже на Авдеевку. Для меня это напоминает мне много таких центров, за которые мы очень достаточно крепко боролись. Потом впоследствии мы их отдали в силу большого давления со стороны нашего оппонента. Поэтому идея сейчас такова. Держать лицо, доносить информацию очень постепенно, то есть доносить информацию о проблеме на фронте очень постепенно, смещать фокус внимания на плохих русских, которые убили или не убили, или это наши убили, никто не понимает этим дроном мирных граждан, потому что, если это русские убили, то это как будет декларироваться? Русские убили украинцев, то есть ничего нового. Но если выяснится, что это наши, то украинцы стреляют по мирным людям, а это проблема. И в общем... А какая проблема? Подождите. Объясню. Вот смотрите, я действительно хотел бы тоже разобрать эту историю, потому что очень много эмоций. Потому что видео зверское. Мы, непонятно, не будем фрагменты показывать. Идут люди, они по гражданке, видимо, пожилые, потому что, судя по манере, как передвигаются, палка, белая простыня на палке, типа белый флаг. Рядом бежит песик, дворовой обычный. И вот они идут, выходят куда-то из точки А в точку Б. И его прям вот открыто бьет дрон. К видео о том, как дрон бьет там по солдату, уже привыкли и на украинской стороне, и на российской стороне. Но это понятно, всегда вызывают эмоции. Это не выстрел, это не, это даже не выстрел в упор, а это дрон. Здесь накладывается на это такая специфика этой войны. Ужасающая, что война становится как компьютерная игра, только гибнут реальные люди, обездоленные, вот такие, как вот эти двое, которые на видео пытались выйти. И это серьезный такой шок эти кадры произвели, как на одну, так и на другую сторону. Сначала россияне опубликовали, говорят, смотрите, что делали украинцы. Многие задаются вопросом, подождите, а российский дрон наблюдал, как украинский бьет по гражданским? То есть задают вопросы. Другие говорят, что, ребята, подождите, по всей дроновой науке тот, кто наблюдает, тот и бьет. Но на следующий день появляется с украинской стороны это видео, что, смотрите, это русские. И в комментариях масса вот этих моментов. И мы-то с вами не знаем правды, и не разберемся, и не докопаемся. Но кто-то за пультом ее знает. Вот что подстегивает вот эти эмоции. Да, и смещение фокуса внимания на трагедию, а не на причину. То есть люди стараются сейчас, понимаете, как нам очень удобно иногда фокусироваться на том, кто нажал на спусковую скобу, а не на пулю, которая вылетела. А в данном случае смещается фокус внимания на что? На пулю, которая вылетела, а не на человека, который нажимает спусковую скобу, и какую позицию он, скажем так, какой позиции он придерживается, какие у него взгляды, чью сторону он принимает. Это, кстати, относится к вот этой вот идее экспериментажа, про который я говорил. Почему? Потому что 10 средств массовой информации подадут вот так эту историю, и подавать ее под видом уже более здоровой, типа, мы не знаем, кто это сделал. Основная трагедия не в том, кто это сделал, услышьте, люди, а в том, что люди умерли, которые, они понимали что-нибудь, они же демонстрировали, что мы, обычные граждане, у нас ничего нет. В этом заключается проблема. Но теперь из-за того, что подавляющее большинство средств массовой информации идею, естественно, политизировали, не морализировали, а надо было бы морализировать,
Они обесчеловечили жертву, и теперь это просто инструмент в руках популистов. Это инструмент в руках людей, которые используют пропаганду в своих целях. Еще раз, вы правильно сказали, неважно, чью там нашу или там русскую, ну, российскую. То есть не играет роли. Важно то, что сейчас это используется в этих вот целях. И это, конечно, досадно, потому что таким образом рано или поздно, если мы длительное время будем в этой групповой динамике находиться, мы придем к тому, что да, ну, умерло 100 тысяч человек там, за то, за что мы боролись. Да нет, уже не играет роли, за что мы боролись. 100 тысяч человек. Это большое количество людей. Украина потеряла, там выехало 1,5 или там 5 миллионов, или 7 миллионов украинцев. Но выехали потому, что не важно. Ну, то есть, как это, история не любит сослагательных наклонений. То есть, типа, тут получается проблема, которая нерешаемая. И вы, опять-таки, правильно заметили, что мы не узнаем. Но есть человек, который знает. И он вооружен, он вооружен этим знанием. А мы вооружены знанием, что он знает. И получается так, что у нас создается ощущение, что мы ищем уже теперь подозрительную личность среди своих. Для Украины это очень большая проблема, кстати, чтобы вы понимали. Для России нет. Для Украины большая проблема то, что это произошло. Почему? Итак, нарастающее недовольство вооруженными силами ВСУ, ну, то есть ВСУ. Кто ими больше всего недоволен? Собственно, ВСУ. Украинцы недовольны ВСУ. Они нормально относятся к ВСУ. Они плохо относятся к мобилизационным вот этим тираническим группам. Они плохо относятся к ТЦК. А к самим ВСУ никаких претензий у людей нет. Все продолжают поддерживать, что-то им донатят, отправляют какие-то деньги. Ну, как минимум, не испытывать неприязнь. И для самого ВСУ это проблема, потому что люди в ВСУ начинают задаваться вопросами, а какого хрена вообще происходит? Я что-то не совсем уже понимаю. То мы говорим, мы там Покровск, все в порядке, но там остается там несколько групп, они просят разрешения на выход или просят подкрепления, им не дают выйти, им не дают подкрепления, и до последнего они там стоят для того, чтобы продемонстрировать позицию, ну, то есть политизированную позицию, не человеческую, то есть не моральную какую-то, не относящуюся к этике, а именно политическую позицию. Ну вот, собственно говоря, у ВСУ нарастает недовольство, потому что большое количество людей умирает за статейки в журнале, где будет написано, что все в порядке, мы стоим нормально, ничего страшного. А это же трагедия, это же люди. Понимаете, тут еще нужно конкретно Зеленского проанализировать. Многие говорят, что, опять-таки, ну, он неадекватен и потерял связь с реальностью. Потому что то, что он декларирует в Купянске, а это собачкая история произошла под Купянском, там 60 человек, ну, в общем, зачищают, сейчас зачистят, все будет хорошо, мол, не переживайте. Вообще 50% всех кабов, всех боевых действий сейчас ведется под Покровском, везде в остальном как бы создается впечатление, что тихо, хотя вообще не тихо, то есть, ну, такие моменты. Понятно, идет передергивание, но исходя из того, как ведет себя Зеленский, значит, он поехал, то есть отправляется Буданов туда, да? Сейчас Буданов там прорыв будет. Все военные эксперты разводят руками, что решат эти, да, пускай там спецназовцы, но в количестве 11 человек, 20 человек, потом еще там кого-то подбросили. Ну, в общем, они вот там расширили кольцо, они там помогли завести туда резервы. То есть, ну, вот так трактует ГУР официально эту историю. То есть они не помогли выйти, эвакуировать раненых, спасти кого-то, да, они там 300-х, 200-х забрать. Они вот именно для того, чтобы еще туда в топку больше бросить. Это так официально говорит ГУР. Но Зеленский поехал, в общем, понимая, что недостаточно Буданова, туда, куда-то в ту сторону. По каким-то бункерам, укрепрайонам встречается с азовцами, встречается с нацгвардейцами, там награждает. И это исключительно поведенческая реакция. Поведенческая. Прям, это я вчера разбирал в прямом эфире, о том, что прям даже вот человек, который нарезку делает, ну там как, все стандартно. Он выходит, говорит, бажаю здоровья, это типа здравия желаю, да? Всем желает здоровья, а потом опять в конце желает здоровья. И примерно один и тот же текст в 3 локациях, в 3 позициях 3 разных подразделений. Всем вручает вот эти планшетки с медалями, эти медальки раздал и хлопает. Ну, то есть,
Он, Зеленский, вручает медаль, солдат отдает ему честь, говорит, служу народу Украины, и Зеленский вручает и хлопает сам, получается, сам себе. И это все в бункере. Один бункер, там прям бункер-бункер, другой с кондиционером, третий, там многие скептически смотрят, говорят, это вообще там бог знает где, это очень далеко, то есть на безопасном расстоянии. Некоторые говорят, да нет, в самом пекле. Тоже не суть, какая разница. Здесь имеется в виду понимание Зеленским и поведение Зеленского в этот момент. Некоторые увидели там нашивку или там шеврон с надписью «СС» у нас гвардейца. Некоторые. Ну, все увидели, имеется в виду. Все увидели. Некоторые расшифровали, да, там, типа... Сложный символ для расшифровки, никак не понять вообще. Нет, ну, смотрите, свобода... Загадка, понимаете? Сила свободы, понимаете, вот так расшифровывают СС. Ну, конечно. Как вы охарактеризуете Зеленского вот в этот момент? Зачем были нужны вот эти поездки? Эти поездки нужны для того, чтобы пока он не нашел еще одну причину выехать за пределы Украины, ну, для встреч, потому что на самом деле предметной встречи сейчас нет, ему никто ничего не может предложить, это тоже поймите. Потому что Германия говорит, нам нужно увеличить помощь там, до 3 миллиардов, а Совет Безопасности говорит, нам не из чего. Ну, то есть нам необходимо это оставить для того, чтобы реализовать. Понимаете, они как будто бы говорят, так, нам нужно вот этот план вступает в силу, на него нужны деньги из бюджета. А потом говорят, что эти же деньги из бюджета нужно куда-то отдать Украине. И они могут там договориться, потому пока они там договариваются, Зеленский туда не едет, потому что это будет форменное унижение. Потому что ты приехал просто, и ты уехал ни с чем. Потому что на самом деле его поездки часто продуктивны, когда он едет, естественно, в Европу. В Америку это понятно, как анекдот с тем медведем, то в целом он как бы наблюдает вот эту динамику, что приезжает, получается что-то хорошее. А сейчас его никто не зовет, и он понимает, что ничего в ближайшее время хорошего не будет, потому лучше туда не ехать. И нужно подкрепить вот эту идею о достоинстве, потенциально умереть за блямбочку, ну там за какую-то медаль или еще за что-то. И он ездит, их раздает, эти блямбочки, но есть маленький нюанс. На самом деле ребята, которые там, на фото и так далее, это реальные бойцы, их некоторые мои знакомые, которые и в УР работают, и которые тоже в ВСУ, они говорят, что это реальные ребята, которые реально многое умеют, многое могут. Ребята эти язычники, то есть типа это сторонники именно языческих направлений, тоже опять-таки никого не осуждаю, это дело такое, просто на фоне того, как крепят православную церковь, для меня это, честно говоря, выглядит немножко каким-то попахивает сатанизмом, что ли, или, это чистое антихристианство. Но, опять-таки, дело не в этом. Ребята на фронте к этому отношения не имеют, к этому имеет отношение первое лицо. И вот их мотивировать как бы тоже следует, но есть проблема. Я не против того, чтобы он ездил какие-то, раздавал кому-то медали, ордена, это нормально. Для него это значит многое, то есть для него это значит участие, то есть он причастен к чему-то большему. И он чувствует, что он является человеком, великий полководец. Он как бы знает, что там все хорошо, под Купинском все хорошо. И везде было хорошо, как вы помните. Только, честно говоря, это становится для меня мемом. Я прошу, хоть бы он уже на фоне Стеллы Киева не фотографировался, потому что мне начинает казаться, что это как-то связано. Если каждый раз, если он фотографируется на Стелле, мы потом этот кусок земли отдаем. Это как-то очень странно происходит. Потому для него это часть большого театра, где он актер, он же постановщик, он занимается режиссурой и всем остальным. Ну и он тот же человек, который там, знаете, ширмочки там вот эти все возит. То есть он занимается всем и сразу. Связано это с тем, что в офисе немногие хотят этим заниматься и понимают, насколько абсурдна эта идея. Я вам хочу сказать вот что. Поездка вот туда – это не идея его политтехнологов, это его личная идея. Ему политтехнологи говорят, не едь. То есть это раздражает людей, не едь. Он как бы ему говорят, но он все равно, не, надо поехать. Я не против того, что там он награждает вот этих вот ребят, потому что они реально делают очень много. То есть я скажу так, что они реально находятся в аду, и они делают много. И есть маленький нюанс, Лекс. Очень много людей, которые никогда в жизни не получат лямпочку, теряют конечности просто так, для того, чтобы была возможность наградить кого-то другого.
И в этом вот печаль этой всей истории, что очень селективное награждение. Награждают тех, кто имеет отношение к какому-то конкретному подразделению, какому-то полку там, или кто-то, ну, то есть кто-то, кто имеет какую-то позицию. Обычно православные ребята просто умирают в окопах или за то, чтобы поддержать 15 минут флаг. Тоже, я не знаю, видели вы это видео или нет. Просто вынудили человека поставить флаг, он оттуда вослазил, и дроном скидывали на него, ну, он умер, в общем. Но флаг уже висит, успели сфоткать. То есть самое главное, это показали людям, но не показали, что случилось после. Поэтому, если мы будем говорить с точки зрения, вот именно как, давайте так посмотрим на это с психологической точки зрения. И с психологической точки зрения для людей это не выглядит чем-то новым, это выглядит чем-то обычным. Но тут нужно учитывать, что это неплохо. Обыденность – это предсказуемость. Самый главный фактор безопасности для нашей нервной системы, конкретно для миндалевидного тела, орган, который отвечает за страх и за многие другие эмоции, это предсказуемость. Предсказуемость – это фактор безопасности. И вот эта постоянная история о том, что несмотря на то, что мы что-то теряем, мы всегда говорим о том, что мы молодцы, мы стоим. Для людей это уже, хоть их и тошнит от этого, но это предсказуемо. А предсказуемо значит что? Безопасно. Потому с технической точки зрения они делают все правильно, с точки зрения идеологической нет. Сегодня в парламенте выступал Лещенко. У него новая должность, он теперь заместитель главы наблюдательного комитета, и он давал цифры. Говорит, что, в общем, ресурсы Укрзалезницы уже на исходе, вскоре вообще может все остановиться. Убытков там больше 7 миллиардов гривен за вот эти 9 месяцев последние. Почти половина грузовых перевозок потеряна. И нужно, в общем, 16 миллиардов гривен для того, чтобы компенсировать убытки Укрзалезницы. Да. Все как бы, понятно, да, все как бы хорошо. Ясное дело, что Россия бьет по локомотивам, по инфраструктуре. Понятно, что поезд специфический вид транспорта, но ввиду того, что, понятно, нет авиасообщения, если где автомобили, там блокпосты, поэтому, в общем, затруднена логистика в Украине, это все ясно. Но как эти цифры вообще соотносятся с 3000 километров Зеленского, которые он как бы украинцам презентует и разрабатывает? Мол, туда на Днепр, на Львов 3000 можешь проехать, украинец. Вот такая классная программа. Так, а на чем? Помните, вот этот массаж был, рельсы, шпалы? Да. То есть вот это вот пешочком, да, по шпалам. То есть какая-то странная вообще логика и абсолютно не соотносится снова с реальностью. 16 миллиардов дайте Укрзалезнице, но мы прорабатываем программу, которая там позволит бесплатно ездить. Так не бывает. Это прям какая-то фантасмагория, это прям фантастика. И в этой фантастике вынуждены жить украинцы. Еще была такая интересная у них идея. Это ребята, которые на Укрзалезнице работают, они рассказывают о том, что если вы покупаете билеты онлайн, вам в нагрузку буквально там на 5-10 гривен вписывают какие-то услуги, и вписывают абсолютно всем, вне зависимости от того, где вы там покупали этот билет. Для вас 5-10 гривен – это как будто бы незначительная трата. Но на больших объемах они на этом зарабатывают, и они на этом как бы не столько зарабатывают, сколько постараются закрыть дыру в бюджете. Интересный ход, кстати. Молодцы. Придумали, как это можно сделать. Проблема в том, что это в течение этих 1,5 лет, как это было придумано, оно не решило эту проблему. И идея о том, что вы можете проехать, сильно будет отличаться от того, что вы проедете. Но смотрите, не стоит декларация, скажем так, он же не декларирует, не стоит вопрос по декларации того, что вы проедете. Он говорит о том, что у нас есть путей настолько-то, столько-то. Это очень удобная вещь. Мы можем говорить о чем угодно, о том, что как будто бы оно есть, но это не значит, что мы будем это использовать. У нас вроде как и демократия тоже, по идее. И Конституцию мы любим, но она не соблюдается.
опять-таки, с точки зрения, вот как если смотреть с социальных технологий, все делается правильно, Александр. Нас это возмущает, потому что мы стремимся к какой-то там объективной информации, правде, возможно, или еще чему-то. Ну, справедливости, в принципе, уже как бы никто не ищет, но стараются, да, как-то там придерживаться правильности, что такое в каких-то понятийных вопросах двигаться. Суть заключается в чем? В том, что интернет запомнит только лозунги. Факты потери будут запомнены, но они фрагментарные. Вы много видели статей о том, что мы потеряли Бахмут? Вот скажите, как интересно получается. Это же была очень громкая история. И это был как раз тот период, когда казнили очень многих публичных людей. Ну, тогда и меня, и Арестовича, и каких-то музыкантов, певцов. А вот то есть брали группу людей и просто их всех начинали перемалывать. Инфоповод должен быть, который перебьет историю с Бахмутом. Где-то можно найти эту историю о том, что мы его все-таки потеряли? Нет. Тихонечко просто все закончилось. Все это закончилось, и мы движемся дальше. Он уже не так нужен, потому что, в принципе, это и центр такой. Там мы уже все, что можно, из него выжили. И в интернете это все остается таким вот образом, что выглядит очень последовательным. Как будто бы потеря территории – это план. И для меня плановая потеря территории выглядит как какая-то, ну, типа стратегия на ближайшие несколько лет, которая заявляет, собственно говоря, и офис президента, и сам Зеленский заявляет, что мы будем воевать еще несколько лет. Если посмотреть на динамику потерь территорий, то для того, чтобы полностью потерять контроль над Донецкой областью, часть Херсонской и Запорожской, возможно, и дойти до Днепра, это как раз несколько лет, если смотреть на динамику потерь. То есть, смотрите, как будто бы есть уже количество километров, которое Зеленский готов отдать. И мы вот это поступательно это количество километров отдадим. И вот тогда можно будет как будто бы договариваться. Но это еще пройдет какое-то время. Ну, потому что и денег нужно заработать. И, собственно говоря, самый ядерный токсичный электорат, который может голосовать против, надо, чтобы он выехал или умер. Ну, тут как уже кому повезет. И это очень на самом деле, это рискованная стратегия, но она эффективная. Потому что за вот 1,5 года успехи у РФ есть, они не колоссальные, но они есть. И сейчас они начинаются, только вот мы их начинаем видеть, потому что эти успехи, они очень точечные. Это знаете, как есть такая игра Go, там, ну, такая старая китайская игра, вы там ставите точечки, и вот когда вы окружили, вы забираете вот эти вот камешки своего соперника. И вот оно так получается и с нашими территориями. Они, да там маленькое село, там село, 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 оп, отточение, забрали кусок. И это занимает большое количество времени, много ресурсов и так далее. И у меня создается впечатление, что показали просто вот так вот Зеленскому карту, говорят, смотрите, мы будем договариваться вот на вот этих вот территориях, и пока они будут вот это доходить, у нас есть столько времени. Он говорит, хорошо, а если мы будем еще немножко давать там людей и так далее, он говорит, времени чуть-чуть больше. И начинается массовая насильственная мобилизация, причем я ему хочу сказать, что в Тернополе знакомые уже рассказывают о том, что в тренажерные залы врываются, прямо именно прямо оттуда забирают. Ну, абсолютно беззаконие колоссальное. Некоторых людей даже вот под домом ждут, просто человек походит мусор выбросить, сразу там же и забирают. То есть уже любой ресурс используют, несмотря на количество СЗЧ, часть людей все равно остается. И они будут затыкать эти дыры неизбежно для того, чтобы как можно дольше, вот как вообще, насколько есть вот эффективность держать эти территории, чтобы сдавать их очень постепенно. Поэтому, смотрите, не стоит задача, вот когда говорят, не получается отбить, не стоит задача отбить территории. Посмотрите, что происходит. Стоит задача отдать их в определенном темпе. Это же прослеживается по карте. Deep State не дается. Ну, посмотрите. Просто стоит задача отдать территории, но в определенном темпе, чтобы к моменту, когда мы вынуждены будем договариваться, те территории, которые Зеленский считает незначимыми, он с Донецком уже попрощался. Давайте прямо. Там расчета на что-то уже такого нет. Просто для того, чтобы его отдать, нужно время. И вот это все выглядит так, как будто это очень постепенно оно к этому движется. Какая будет скорость, непонятно, потому что мы не понимаем, что планирует делать РФ. РФ начинает действовать очень стратегически и тактически правильно, к нашему сожалению.
И у них есть ресурс. Я про людей. Оружие – это второй вопрос. У них есть люди мотивированные, которые готовы идти умирать, потому что они понимают, что если они вдруг там контракт полугодовой или годовой, он вышел, он приедет в свое село с тем количеством денег, которое он заработал, он там просто олигарх. Знаете, если он может себе купить и еду, и еще что, и машину. То есть, а у наших нет надежды на это. Наши идут в одну сторону. Ну, им начинают обещать какие-то контракты. Видели вот эти раскладки? 1 год, одна сумма сразу, в рассрочку эта выплата дается на какой-то период времени. 2 года, 5 лет, 10 лет. То есть фиксированные контракты, которые ты подписываешь, и тебе платят. Сразу чуть-чуть, но потом по чуть-чуть дальше. То есть мы видим, что за погибшего платят в рассрочку, за подписание контракта платят в рассрочку. Это понятно, денег нет. Вот на примере Укрзалезницы четко же видно, да, убытки колоссальные, но мы там, езжайте. Или там, ты можешь получить. Ну ты не получишь. Ты не дослужишь. И это понятно, это видно из динамики на поле боя. А если ты, собственно, будешь ранен, парализован, контужен бесконечности, тебя выведят за штат, ну, будут... Да, да. Ну, то есть, Да. вот такая вот история. И смотрите, люди это понимают, и политика популяризации быть военным очень ложная. Есть же единичные случаи, на самом деле, вот эти случаи, когда мобилизируют человека, и он как-то нехотя, бах-бах-бах, и стал там каким-то героем, что-то у него получилось. Проблема в том, что офис игнорирует возможность сделать это массовым явлением. То есть он как будто бы не видит в этом возможности. История как история со Стахановым. Знаете, да? То есть у него там получилось, и теперь ну, вырастает не зарплата, вырастает норма. Потому нужно как будто бы уметь их правильно мотивировать. А работать с людьми – это очень большая затратная часть. Им кажется, что легче насильственно мобилизировать и давать больше денег тем, кто насильственно мобилизирует, нежели заниматься мотивацией. А мотивация на самом деле не такое дорогое средство, скажем, поддержки армии. Мотивировать дешевле, чем находить новых людей. Попробуй, допустим, 25 лет человек, допустим, идет в армию. Это родить, воспитать до 25, дать ему там образование, то 5, 10, какие-то годы. Государство тратит сильно больше денег на это, и люди заканчиваются. Вместо того, чтобы мотивировать людей, они просто их пускают в расход. Еще раз, я понимаю, война, то есть, ну, тут тоже неправильно будет сказать, что они совершенно неправильно действуют. Я понимаю их позицию, понимаю, что не так все просто, как кажется, что, ну, и люди заканчиваются, и мотивировать это серьезное, должен быть системный подход, но люди как будто бы там игнорируют. То есть у меня создается ощущение, что им просто не то, что не жалко людей. Александр, у меня складывается ощущение, что они хотят уменьшить количество людей в Украине. Вот воспринимайте это как какую-то, знаете, конспирологическую идею, не воспринимайте ее серьезно, просто воспринимайте как какую-то странную идею. Но у меня создается ощущение, что это что ли ненависть к украинцам, причем к православным. Ну, почему в приоритете язычники, которые причем, ну, давайте так, но они же не верят, что они попадут в Вальхаллу. Мне понравилась эта история с Филимоновым. Этот, как его называют, командир Побрякушкин, да, что он где-то сфоткался и там написал або перемога, або Вальхалла. Ну, получается, Вальхалла тогда, потому что ну, победы не будет, и я хочу посмотреть, как он туда собирается двигаться, потому что на самом деле большую часть времени я его вижу либо в Испании. Слушайте, так Яценюк тогда тоже язычник. Куля в лоб, так куля в лоб. Помните, он кричал на Майдане. Если подытожить тему Покровска, Бильд сегодня опубликовал большой материал, ну там Рёбке вчера там 85% зафиксировал контроля России над Покровском. И тут очень интересный посыл, который я вот предлагаю разобрать с точки зрения и, конечно, информационной войны, и вообще с позиции человека, который находится там. Значит, никто из нас не выйдет на новые позиции живым, скорее всего. Даже если бы мы получили приказ на отход, мы бы погибли. Лучше остаться и ждать. Или нас освободят,
или мы попадем в плен. Это вот издание Bild ситуацию, пообщались с военными. Вот такая мысль продвигается. Опять у нас получается то же самое, смещение фокуса внимания с военной катастрофы, на абсолютно другую какую-то вещь, опять-таки выгодную Банковой и Зеленскому. Мол, смотрите, какой мудрейший Зеленский. Никто не говорит, что он профукал момент, когда нужно было отступать. Никто не говорит о том, что, в общем, это ошибка, ценой которая, в общем, является человеческая жизнь. А все говорят, смотрите, какой мудрец. Он отдает приказ не отступать. Вот почему. Потому что начали отступать, всех бы убили. Ну, знаете, как этот один сказал, один полководец, не помню, по-моему, чеченский, или, не буду врать, но кто-то из Кавказа, говорит, нас окружили, значит, им некуда отступать. Ну, то есть логика заключается, знаете, значит, врагу некуда бежать, он просто нас окружил. Да, черное это белое, белое это черное, я обожаю эти лозунги. Вот буквально ночью поздно вышла новость по поводу Шахова и Мирнограда. Ну, то есть, что уже и туда зашли, и уже даже техника туда прибывает. Понимаете, техника прибывает. Я вам объясню немножко так звучит, знаете, вульгарно, вы лучше меня знаете, как это работает, но зрителям объясню. Когда заходят просто люди, это может быть диверсионная группа. Ее можно оттуда вытворить. Это и есть такая возможность. Если туда заходит техника, это свидетельствует о том, что боевые действия будут вестись на другом уровне. И если туда техника заходит, и она не умирает сразу же, то есть в первые там какие-то там час или сколько-то, то это говорит о том, что контроль над этой территорией в большей мере у того, кто, собственно, эту технику туда завел. Потому что техника – это не что-то невидимое, это не люди, которые могут рассеяться и действовать хаотично. Техника – это очень последовательное орудие войны. Потому люди, которые там находятся, должны понимать, что будет жарко, и выбирайте свою жизнь все-таки, как ни крути, выбирайте свою жизнь, потому что, давайте посмотрим, никто почему-то не говорит спасибо умершим героям. Умерших героев используют только в ключе спекуляций. Вы знаете, мне так постоянно в семье у нас так говорили, говорят, уже все равно. Понимаете, скажут тебе спасибо или нет. Конкретно этому человеку его уже нет. Да. То есть нет среди нас, нет, можно долго рассказывать память, там вот это все. Но с точки зрения такой функционала этого спасибо, это как собаки здрасте, понимаете? На самом деле. Благодарить надо живых, надо чествовать живых, надо поддерживать живых, да, а погибших помнить, но надо делать все, чтобы они остались живы. Вот в этом же магистральная линия. Я хотел бы немножко сместить наш разговор в сторону Америки. Значит, два таких очень ярких эпизода я хотел бы с вами обсудить, и я привяжу это непосредственно к тому, к той трагедии, которую мы переживаем, и к тем глубоким темам. Они ведь значительно глубже, эти темы, которые мы поднимаем вокруг ситуации на фронте и Покровске. Значит, два момента случилось. Момент первый. Вы видите, что происходит с Трампом. Даже так, три таких момента, три таких посыла. Посыл первый, да, отталкиваясь от Украины, приезжает Уитакер, посол США, приезжает к Зеленскому. Уникально медийная, тихо-тихо встретились, медийная тихая встреча. Ничего. Сам Уитакер сказал, я приехал, значит, мир, Трамп и все. Фотография с Зеленским, ни слова, ни пары с уст, никто, никаких разгонов. Все сидят, ой, приехал и хорошо, и все. Одной строкой и то на соцсетях непосредственно самого Уитакера.
Ох, как интересно. У нас тут Келлога лобызают, показывают со всех ракурсов, вводят по всем бабьим ярам и везде, где только можно, по всем выставкам. А тут целый представитель США при НАТО, посол США при НАТО, который... риторика у него достаточно такая, ну, проукраинская. Ну, имеется в виду, была последнее время. Он там очень критически по поводу России, по поводу... Но, ну, такой... Келлог на минималках, понимаете? Но он приехал, а ничего не сказали. Это означает, что что-то неприятное привез Уитакер и что-то еще более неприятное увез. У самого Трампа, да, Венесуэла. Многие заметили, что происходит нечто странное. Слушайте, ну, с Китаем вроде договариваются худо-бедно. Ну, по поводу этих пошлин. Вроде как, да, Китай там заявил, свои красные флажки расставил, вы нас уважаете, мы вас будем уважать, но все вроде как на мази, потому что Китай сигнал, да, Китай отменяет ряд дополнительных пошлин против Америки, это означает, что они как бы вот готовы, да, к какой-то договоренности на год, например, об этом пишет пресса, но тем не менее обрушивается рынок вот этих криптовалют. Опять все в шоке, в панике, что делать, вроде как всем это же модная была штука, покупайте всякие монеты, будет вам счастье, а тут обрушение. И есть такая версия, что это сидят в Пуэрто-Рико какие-то, ну, балдеют криптоинвесторы, а там возле них связь отключают, собираются войска, то есть угроза Венесуэле. И поэтому в том числе, да, вот это все происходит. Ну и еще один штрих, третий. У Трампа проигрыш. Захран Мамдани. 34 года. Мусульманин. Становится мэром Нью-Йорка. Коммунист. Ну, там, социал-демократ. Там социалист, но все его говорят коммунист. Нью-йоркцы, надо уезжать. Опять поднимают родовые травмы, когда Америка противостояла с советским блоком, и те говорят, коммунисты плохие, хотя коммунистическая партия есть в США, там свобода все-таки в этом отношении, но тем не менее. И вот он коммунист, молодой, и в своей первой речи он говорит, уважаемый действующий мэр, я надеюсь, я называю последний раз ваше имя, мы переворачиваем страницу. Знаете, возраст меня поражает. 34 года, а уже вот его называют коммунистом, там, ну, противники в основном. Говорит, переворачиваем страницу. Это электоральная поколенческая революция. Ну и Нью-Йорк. Нью-Йорк. Трамп говорит, да, это произошло, потому что не было в бюллетене Трампа. Но это явная проблема. Явная проблема. И вот эти три позиции, я хочу, чтобы вы как бы соединили воедино. Получается, что Америке сейчас вообще не до Украины. И когда Трамп говорил, помните раньше, пускай довоюют, это он не потому, что он злой или добрый, не потому, что он хороший или плохой, а потому, что ему плевать. Очень удобно договариваться с Израилем, который является полностью от тебя зависимым. И очень неудобно договариваться, говорим договариваться, читаем получать по щам от Китая. Потому что Китай не любит, когда его шантажируют. Китай не любит, когда ему... Смотрите, это государство с тысячелетней историей. Это очень сильное государство. Тогда, когда в Китае происходили события активные, гражданские войны, государства такого, как США, еще не существовало. Не было даже идентичности Америки. То есть ничего такого не было. Даже рядом не стояло. Потому, когда мы говорим о том, что такое Китай, Китай – это империя, с которой не надо бодаться. В чем ошибка была Трампа в этом вопросе? Кстати, такой коротенький отскок от темы. Томагавки так и не дали. Да. Уже и сказал, что не дадут. А помните, мы с вами пару недель назад обсуждали, не дадут. Это нонсенс, это очень большая проблема. И получается вот что, смотрите, это тоже туда вписывается, что Трамп очень хорошо играет в блеф, он умеет блефовать. И китайцы блеф не понимают.
Если вы зайдете на популярные сайты, китайские популярные сайты и популярные сайты в Европе, вы заметите одну колоссальную разницу. Вы заходите на сайт, допустим, ну, украинский даже, там, славянские сайты, да, или заходите, допустим, на европейский, вы увидите минимализм, аккуратные черточки, минимум всякой ерунды, чуши, информации. Если вы зайдете на сайт китайский, даже самые крутые, очень богатые компании, у них все залеплено какими-то картинками, рисунками, ссылками, еще одна ссылка по отношению к ссылке. Почему так делается? Китай это культура намеков. Они разговаривают вот так. Трамп не умеет. Он думает, что если Китай не сделает это, им будет очень тяжело. Он думает, что он умный, кинул крутой намек. Что типа, если Китай не согласится. А Китай в этом видит сильно больше. Китай лучше читает манипуляции, потому что у них вся культура на этом построена. С самого детства ненавидел вот эти фильмы, там, где китайские какие-то там кунфуисты вечно улыбались и кивали головой. Я думал, как же это лицемерно? Нет, это не просто лицемерно. На этом строится культура Китая. Их очень сложно обыграть. Си поулыбался, и Трамп уехал с маленькой победой. В чем заключается победа? Он снизил пошлины для Китая. И это реально победа для Трампа, потому что он нашел причину снизить пошлины. Потому что если бы он не нашел, то это бы, вы понимаете, что это ударило не столько по Китаю, сколько по США. Количество товаров, которые находятся на территории Соединенных Штатов из Китая, несоизмеримо с влиянием Штатов на Китай. Ну, это не эквивалентно. Потому он говорит, мы победили, мы снижаем тарифы, потому что мы смогли с Си очень продуктивно, я люблю, когда она говорит про продуктивность, продуктивную провести беседу, и мы снизили тарифы. Просто Си ему сказал, пошел в жопу, и тот просто взял, снизил тарифы и уехал. Вот так вот оно примерно и было, честно говоря. Просто это была маленькая победа. Идем дальше, смотрим на ситуацию с Венесуэлой. Теперь необходимо хоть какую-то маленькую победу локальную, показать свою силу. Потому что когда ты очень сильный, и ты приходишь к кому-то, кого ты считаешь недостаточно сильным, и этот недостаточно сильный дает тебе леща, и ты приходишь к выводу, то, что оказывается ты не один такой. Есть другие независимые люди, большие и другие. Ты хочешь самоутвердиться. Ты идешь, находишь человечка послабее, и, собственно говоря, над ним начинаешь издеваться. Сейчас они пойдут к Венесуэле. Если они развяжут войну с Венесуэлой, если это будет какое-то вторжение, это лишает статуса миротворческого и подкрепляет у всего мира идею о том, что Трамп не за мир. Это большой удар по статусу. Никто его повторно тогда избирать не будет, потому что он обещал закончить войны, а не развязать их. А к Венесуэле у него аргументация какая? Это большой наркотрафик. Тебе какое к этому вообще, какое ты имеешь к этому отношение? Ты то с Мексикой хотел бодаться, то теперь ты... То есть на самом деле ничего не будет, как с Мексикой. Вы тоже поговорите, это просто сместить фокус внимания. И теперь последнее, на что все-таки хотелось бы обратить внимание в этой всей связке, это то, что падение рынка, подъем рынка, к Трампу это имеет очень косвенное отношение, это больше имеет отношение ко всем тем, про кого Трамп говорит. То есть, смотрите, как интересно получается. Трамп непосредственно, ну, если он скажет, допустим, про какое-то государство, скажет он, все, мы ведем, условно, против Германии пошлины. Вы правда считаете, что крипторынок пошатнется? Да не пошатнется крипторынок. Крипторынку до Германии вообще нет никакого дела. Но когда ты говоришь про Китай или про Россию, или почему он про Катар ничего не говорит, потому что он понимает, как работает Восток. С Востоком типа связываться вообще идея такая гиблая, потому что он никак не может там один маленький локальный мир заключить, потому что все время происходят повторные конфликты. Единственный игрок, который у него есть в руках, скажем так, которым он может управлять, это Израиль. И ошибочно этот Израиль дал чувство того, что Трамп может менять. А теперь я рассказываю, в чем заключается эта ошибка. Есть такая ошибка, она называется ошибка меткого стрелка. Это такое когнитивное искажение, такая ошибка обработки информации, при которой людям свойственно подгонять факты
таким образом, чтобы оправдывать свои действия. В чем суть этого? Представьте себе ситуацию. Приходит вот этот меткий стрелок, становится напротив гаража и начинает просто палить, как сумасшедший, куда попало. Попадает в разные точки. А потом он подходит и мишени вешает на эти точки. Точно так же происходит и с Трампом. Он в хаосе каком-то делает 1000 каких-то заявлений, часть из которых не оправдывается, он их просто отменяет, потом передумывает 2 раза, потом говорит, дадим Таурусы, томагавки, потом не дадим томагавки. То есть он шатает эту позицию, а параллельно смотрит, какое из заявлений реализуется. Еще раз, его победа, там Индия-Пакистан, в этом индо-пакистанском конфликте, то, что не существует, нулевая, 0. Он выставил пост, я призываю вас к миру. А ты можешь это хоть, не знаю, хоть футболку себе такую надеть, это ни на что не влияет. Те пакистанцы, индусы к твоим ожиданиям по поводу их мира не имеют никакого отношения. Поэтому основная политическая ветка Трампа сейчас выглядит как ошибка меткого стрелка. Он делает множество заявлений, потом подгоняет факты под эти заявления таким образом, что, а я же говорил, а вот это я добился тут результата. Александр, я думаю, слушайте, ну, правда, пришел человек, войны начали заканчиваться. Неужто это, может, мы в этом не разбираемся? Пишу товарищу, историку. Говорю, слушай, а ты можешь поузнавать, как это? Он говорит, слушай, да еще до прихода Трампа такие войны, говорит, развязывались на один день и заканчивались. Еще до прихода Трампа в таком же количестве. Статистически Трамп ни на что не повлиял. Масштабно Трамп не является миротворцем. Потому ему и не дали никакого от этого вот статуса, не дали ему Нобелевскую премию мира. Потому я вот как бы тоже призываю людей не допускать эту ошибку, не пытайтесь подгонять под свои идеи те факты, которые вам удобны. Это же тоже люди начинают гуглить информацию, знаете как? Они делают акцент на своей идее. Например, кто-то там любит сладкое, говорит, почему сладкое полезно? И он гуглит так. Вместо того, чтобы загуглить сладкая польза и вред. Посмотреть на обе стороны. И когда мы говорим о том, что Трамп принимает какие-то решения, что-то делает, сейчас это просто выглядит как гастроли по миру с огромным количеством рандомных заявлений. И он реализует те заявления, которые очень близко, не по его воле, оказываются к правде. Это очень похоже на то, как люди берут и организовывают акселераторы, вот эти, знаете, как венчурные фонды. Вы вкладываетесь в 10 разных проектов, один выстреливает, полностью всех окупает. Такая же история у Трампа, потому что я не вижу реальных последствий. Он русским реально, вот эта вот история с санкциями. Сначала я такой думаю, ну, кстати, слушайте, сейчас будет тяжело России. А потом я что-то смотрю, проходит неделя, вторая, и я вижу, что это почему-то их никак не пугает. Смотрю, еще вот у него там история, он говорит, Израиль обязательно должен примириться, а нам нужно закончить палестинскую вот эту вот всю историю. На 3 дня там они остановились, потом опять начались какие-то бои, опять началось, ну, то есть и так же происходило еще и до Трампа, и при Байдене. Потому нужно перестать наделять Трампа силой, которой у него нет. У США сила есть. А Трамп, он гений, он знает, как заработать деньги, он умеет с помощью заявлений понижать или там увеличивать стоимость каких-то акций на рынке, он на крипторынке, он умеет этим играть, его семья очень хорошо на этом зарабатывает. Но, еще раз, мэр из Индии, который является мусульманином, который в Нью-Йорке, это такой плевок, и причем социал-демократ, который говорит о том, что мы сделаем еду более доступной. То есть он движется в сторону левых, в то время как резкий правый поворот в США считается приемлемым. Но если в Нью-Йорке люди выбрали человека, который сторонник левых идей, одно из двух. Либо идея Трампа не реализовалась, то есть его обещание не пришло, ну, не вступило в действие, либо люди просто уже устали. И они хотят хоть какого-то понятного, хоть какой-то понятной стабильности. Даже если она будет плохая. Потому что, возвращаясь к тому, о чем я говорил в начале, самый главный фактор безопасности – это предсказуемость. Предсказуемо плохо – это тоже безопасно. Да, друзья, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях, ну и об украинском обществе. Ведь это
Большое испытание. Нам в очередной раз, помните вот эту историю маниакальную, это еще при Порошенко, была такая акция, называлась «Прикруты». Прикрути. Тогда все, конечно, были в шоке. А давайте дружно. Сейчас нечто похожее запускается. Мол, давайте наденьте другой, ну, еще один дополнительный свитерок. Холодно же. Помоги, Укрэнерго, надень свитерок. И не поднимай температуру дома до 20-22 градусов. В общем, чтоб меньше было. И тогда мы победим. Вы эти шутки пишете заранее, или у вас оно само вот это получается? Это цитата, по поводу «победим», конечно, Зайченко не говорил, но, в общем, преодолеем зиму. Действительно, будет очень тяжело, и ко всем уже обращаются и говорят, что это, какой-то такой момент истины, да, этой зимой будет. Реально бояться зимних бунтов в тылах на Банковой? Как вы оцениваете ситуацию? И не бояться. Вы знаете, вот просто тут такой момент. Это я встречал в комментариях после прошлой нашей встречи. Вы неоднократно хвалили Милованова. Помните? Угу. А он выходит и говорит, в общем, 400 вузов в Украине, нормальный, здоровый мозг человека, он же как мыслит? Говорит, чем больше вузов в Украине, это означает, что идет развитие образования. В сторону качества или количества тут надо балансировать, да? Но обязательно балансировать, потому что если вузы есть, значит они популярны, значит люди хотят получать образование. Качественно, некачественный вопрос второй, но это сейчас программа последних лет. Говорят, давайте создадим вообще 3 вуза в Украине, всех остальных выгоним в ПТУ и так далее. И вообще у нас проблема с ПТУ, сейчас никто не хочет, конечно, никто не хочет. Современный мир, все хотят зарабатывать головой, да, получать высшее образование, если даже не головой, то с высшим образованием. Все стремятся к этому. Война, конечно, откатила эту всю историю, и время сейчас откатило, но человечество придумало искусственный интеллект, каких-то роботов, и вполне вероятно впереди вот эти вещи, которые можно сделать руками, могут делать роботы. Как в электронике, помните? Вкалывают роботы, а не человек. Но Милованов говорит, надо сокращать вузы, и вообще это много. Знаете почему? Потому что это рассадник ухилянтов. А Зеленский великий человек, который 4 года не спит, и попробуйте в его режиме, это очень позитивная фигура для истории, историческая фигура Украины. И вам многие в комментариях, подождите, Спартак Суббота сидит, хвалит Милованова, он такую ересь несет. И вот тут момент вот этого украинского общества, вы так посмеялись, да, давайте наденем свитерочек и победим. Так и общаются с украинским обществом. А если долго говорить человеку, что он свинья, он захрюкает. Так, в свою защиту скажу. Пересмотрите этот выпуск. Я не сказал, что я не хвалил Милованова. Я сказал, что я его знал как достаточно интеллектуального, не глупого человека. Но я напомню, о чем я сказал. Что у меня ощущение, что каждый, кто приближается к офису президента и начинает с ним сотрудничать, неизбежно тупеет. И я раскритиковал. Смотрите, я как специалист в области психиатрии и психического здоровья раскритиковал его идиотскую идею о том, что вы просто подышите. Вспомните, мы это обсуждали. Да, будет холодно, будет тяжело, вам нужно использовать технику дышать по квадрату. Сумасшедший. Слушайте, так это же потрясающе. Смотрите, у нас уже комплекс мер. Это уже можно выписывать в программу правительства. Комплекс мер. Это программу правительства. Дадим дополнительный свитерок, хорошо подыши. Там еще можно что-нибудь придумать. Вообще замечательно. Уже можно Свириденко на стол. Техники добавить можно, конечно. Mindfulness – это тоже хорошо доказанные научные техники. Медитируй на холод или чувствуй конечности. Замерзли ноги, делай выводы, они у тебя есть. То есть, знаете, посмотри как-то позитивно на всю эту историю. Потому нет, я ни в коем случае не хвалил Милованова. Он когда-то был, я же говорю, то, что я знаю о нем лично, он неплохим был
когда-то специалистом, довольно умным мужчиной, но у меня создается ощущение, что есть какой-то, что ли, эгрегор или какая-то психосфера вокруг офиса президента, что каждый, кто туда приходит, становится просто идиотом, то есть теряет интеллект. Причем я именно вот так вот и отзывался о Милованове прошлый выпуск, потому тот, кто написал в комментариях, что я его хвалю, не досмотрел выпуска. Это очень сильно осуждается. Так вот, идея о том, что он либо не совсем понимает, как работает социальная адаптация и сфера образования, либо он специально, тут одно из двух, либо он идиот, либо он злодей. Потому что если не понимает, как это работает, а следовало бы понимать, то он идиот форменный. А если он понимает, но говорит такое, то он злодей. Потому что образование – это не причина уклониться от армии. Широкий диапазон выбора образовательных форм дает возможность нации развиваться. В его кейсе вообще, в принципе, в это есть возможность у людей поступить только у тех, кто, имеет бронь, я напомню, кто не знает, имеет образование, и собственно говоря, пройдет нормально, то есть сможет сдать тесты. Как он хочет набирать в свою вот эту школу экономики, да, туда, как они хотят, чтобы туда поступали люди без образования, на чем они должны акцентироваться. И широкий диапазон выбора профессий подразумевает именно большое количество вузов. Если мы просто представим базовые потребности, которые мы можем закрывать с помощью вузов, это все равно будет порядка 400 вузов. Это не может быть меньше. Количество профессий просто такое. Это даже не вопрос, это, я не знаю, и он же должен разбираться в экономике, умный же мужчина, но даже если представим, это не экономическая сфера, это просто социальная сфера и сфера образования. Социальная сфера образования говорит о том, что на один вуз мы, допустим, предусматриваем около 2000 человек. Если мы берем такой средний небольшой вуз, 2000 человек. Да посчитайте, сколько людей. Да радуйтесь, если у нас есть возможность заполнить места на кафедрах. Радуйтесь. Это один из важнейших индикаторов того, что люди есть. Но я понимаю идею этого, это скорее злодей. Вряд ли он идиот, хотя может. Но я понимаю его идею. В чем она заключается? Снижение количества вузов приводит к тому, что создается ощущение, что они не пустеют. Потому что если даже сейчас посмотреть, ладно, у Шевченко нет проблем, у Драгоманова нет проблем, Да ладно, девочки одни. Девочки. Студентки. Проблем нет, все хорошо, люди учатся и все нормально. А то, что мальчики не будут учиться, это ясно, они выехали все. Во-первых, качество образования сильно снизилось. Я не хочу сейчас прям сильно, знаете, над этим смеяться, но я напомню, что во время сдачи какого-то экзамена, который проводился онлайн, один из преподавателей, профессор в Киевском политехническом институте, в КПИ, принимал, и он, вы знаете, вот как мы с вами сидим, да, принимается экзамен таким вот образом, или ведется пара, то есть ничего, это нормально. Сейчас онлайн, и один из профессоров, просто чтобы вы понимали, насколько нужна замена кадров, он вот так вот отклонился, думая, что камера не захватывает, и пописал в баночку в процессе. Нужна замена кадров. У нас преподавательский состав старый, многие реально выжившие из ума. Почему я знаю, что выжившие из ума? Потому что я с ними имею дело. Но реально именно выжившие из ума люди, уже очень пожилые, молодое поколение не хочет преподавать. Потому что даже вот эта бронь преподавательская, она не дает стопроцентной гарантии. Могут мобилизовать, обратного пути не будет. И учиться тоже возникает вопрос. Ты поступаешь сюда, вот если ты мальчик, ты поступаешь сюда, или ты, допустим, хочешь на медицинскую специальность. Почему ты должен вообще выбирать Украину? Назови хотя бы одну причину. Понимаете, в чем дело? Нет ни одной причины поступать в Украине, если ты мальчик, если можно точно с таким же успехом получить европейский диплом. Например, мне мой французский диплом нигде нострифицировать не надо. А украинский вы ходите, пороги обиваете, унижаетесь, ждете эту homологацию годами. И вам могут потом в конце сказать нет. То есть нет ни одной причины сейчас украинцам, мальчикам, учитывая условия, которые им предлагают, нет ни одной причины не выехать и не учиться за границей. Дешевле, в некоторых случаях даже будут выплачивать.
дадут место для проживания, где-то кампус, где-то общежитие. Нет ни одной причины. А для женщин учиться, в принципе, на медика в Украине тоже не имеет никакого смысла. Абсолютно сумасшедший состав. Преподавательские качества образования отвратительно относятся как к животным. И статуса никакого. Этот меддиплом нигде не нужен. Ну, российские медицинские дипломы ценятся больше. Просто чтобы вы понимали. К сожалению, это так. Но это так. Потому, когда Милованов заявляет о том, что нужно сокращать, потому что это рассадник ухилянтов, ну, пускай мобилизируется, пусть покажет своим примером. Или пускай посмотрит на людей, которые учатся в КСЕ. Кто эти люди? Это люди тоже мобилизационного призывного возраста. Почему они не воюют? Ну вот, если вот он такой умный, почему они не воюют? Сидит же Харя уже такая, знаете, жирная, сидит на уроках, там что-то там рассказывает. Почему не воюют эти люди? Потому что у них есть бронь. На каком основании? Я знаю людей, которые там учатся. Я знаю, на каком основании у них бронь. Филькина грамота. Без проблем. Пройти еще раз ВЛК и поедет как родненький. Почему не происходит это? Двойные стандарты. И, к сожалению, я же говорю, раньше Милованов был представителем интеллектуальной элиты. Может, возраст, может, начал употреблять что-то, может, травмировал как-то себя, там, ну, знаете. Или есть такое явление, называется экспрессия генов. Пережил какой-то стресс, раскрылось какое-то психическое заболевание. Может, ранняя деменция. Я не понимаю, почему он там вред. Но я связываю это с тем, что просто его взяли за соски и просто сказали ему, либо ты делаешь вот так, либо мы тебя лишаем возможностей, статуса и всего остального. И Взяли за соски и сказали «прикрути». Да, да. Ну, и он, собственно, сидит и считает по квадрату. Потому не слушайте этого мужчину, он говорит какие-то глупости, и он не является представителем интеллектуальной элиты больше. Возможно, раньше это было по-другому. Так ее нет, интеллектуальной элиты, получается, в Украине. Очень тихо сидит. Есть, но ее очень мало, она очень тихо сидит и разговаривает только у себя на кухне или в заведениях. Я знаю этих людей, которые, но они не могут выехать по ряду причин. Но как только, вот они, знаете, когда говорят, ну вот если еще станет хуже, тогда мы выйдем. Я говорю, а что должно быть? Вот, ну, да, люди в форме СС должны ходить по улицам и прям, ну, на улице убивать, не знаю, как Франциско Франко делал, вытягивать из дома и расстреливать. Ну, что должно произойти еще, чтобы изменилось представление о событиях в государстве? И вот этот вот бесконечный насильственный элемент по отношению к людям, Александр, он привел к тому, что Мартин Селигман назвал выученной беспомощностью. Собак держали в клетке, били, грубо говоря, током, открывали клетку, и собака, когда пыталась выйти, ее снова били током, а впоследствии, когда уже клетку даже разобрали, она находилась на вот этом плату клетки, она не выходила из этих границ, потому что понимала, что их будет бить током. Я очень не хочу, чтобы Украина и украинцы стали нацией выученной беспомощности. Но если что-то резко не поменяется, то это будет выглядеть именно так. Потому что даже самых умных людей, которые способны на критическое мышление, с помощью страха, боли, голода и насилия можно склонить к так называемому сотрудничеству. А по сути просто антихристианская позиция с элементами насилия и искоренения украинцев. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр, вам большое. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Увидимся.